В этом видео я хочу рассказать о 10 убийцах эрекции, которые каждый день незаметно для вас, медленно, но верно ухудшают вашу сексуальную функцию. Поэтому я советую вам узнать обо всех 10. И не волнуйтесь, для каждого из них я также предложу отличный способ лечения, чтобы вы могли шаг за шагом устранить все препятствия на пути к эрекции и добиться прекрасной сексуальной функции. Но сначала, если вы еще не подписались, обязательно подпишитесь. И нажмите на колокольчик рядом, выбрав «Все», чтобы каждый раз, когда я выкладываю видео, вы получали уведомления и не упускали эту достоверную медицинскую информацию о здоровье. Импотенция или эректильная дисфункция – это проблема, которая может возникнуть в любой период жизни мужчины. И, вопреки распространенному мнению, это касается не только пожилого возраста. Конечно, когда эта проблема начинается в возрасте до 50-60 лет, она приобретает гораздо большее значение, потому что это обычно может быть признаком наличия более серьезного нарушения в организме. Ведь процесс эрекции – это сложный механизм. Он зависит от слаженной работы органов, сосудов и нервов, и в то же время разум и психика человека также играют в этом важную роль. Это значит, что любое повреждение ваших сосудов, все, что нарушает их способность сокращаться и расширяться, любое расстройство нервной системы и даже неверная реакция вашего разума на стрессы и жизненные проблемы, все это действительно может привести к тому, что эрекция не будет возникать должным образом, и в итоге вы столкнетесь с эректильной дисфункцией. Но не стоит беспокоиться. Ведь самые распространенные причины эректильной дисфункции – это как раз те, что находятся под вашим контролем. Это значит, что при правильном лечении вы с легкостью сможете в значительной степени контролировать или даже полностью устранить эту проблему. Одна из этих распространенных причин – высокий уровень триглицеридов – это один из важных факторов, который повреждает сосуды и нервы и в конечном счете приводит к эректильной дисфункции. Так вот, одна из важнейших причин высокого уровня триглицеридов – это высокий уровень сахара в крови. Следовательно, употребление продуктов с высоким содержанием сахара приводит к повышению уровня сахара в крови и инсулина, и со временем это состояние повреждает ваши сосуды и нервы, отвечающие за эрекцию. По сути, диабет или даже преддиабет – один из очень мощных факторов, приводящих к импотенции. Но опять же, не волнуйтесь, снова говорю, не волнуйтесь, ведь вы легко можете контролировать уровень сахара в крови и инсулина с помощью моей кетогенной диеты или здорового голодания и вернуть триглицериды в норму. Таким образом, вы легко устраните две самые важные причины эректильной дисфункции. А как насчет тестостерона? Хотя не у всех людей с импотенцией низкий уровень тестостерона, между этими двумя явлениями существует сильная связь. По сути, еще одна распространенная причина эректильной дисфункции – это низкий уровень тестостерона. Потому что если у вас низкий уровень этого гормона, высока вероятность, что вы будете испытывать импотенцию в той или иной степени. То же самое происходит и при высоком кровяном давлении. Возможно, сначала вы подумаете, ну и что у меня высокое давление? Какое это имеет значение? Но это само по себе еще одна важная причина эректильной дисфункции. Это проблема катастрофа для ваших сосудов, и она также повреждает ваши нервы. Но каково же решение? Решение не то, чему вас учили. Это действительно не так, что вам говорили. Если у вас высокое давление, ешьте меньше соли. На самом деле эта проблема больше связана с высоким потреблением углеводов и недостатком магния и витамина D, чем с избытком соли. Вопрос с натрием можно уладить с помощью калия и ряда других подходов и покончить с этим. Но что вы собираетесь делать с инсулином? Когда вы каждый день едите хлеб, рис, макароны, печенье, мороженое, чипсы, снеки и тому подобное, вы выделяете много инсулина.
Затем в вашем теле задерживается лишняя жидкость, и что происходит потом? Избыточный вес из-за жидкости повышает ваше кровяное давление и со временем наносит серьезный вред вашей кровеносной и нервной системам. Вы думали, что сосуды и нервы полового члена отделены от этой системы? Нет. А теперь добавьте к этому еще и сигареты с кальяном. Сигареты и кальян – это один из известных факторов, вызывающих эректильную дисфункцию. Так же, как сигареты закупоривают сосуды сердца и повышают риск сердечного приступа, они делают то же самое с сосудами в области гениталий, вызывая эректильную дисфункцию. Сигареты и табак полны вредных соединений, которые со временем наносят вашему телу непоправимый вред. Если вы молоды, пройдет несколько лет, вы станете немного старше, и вот тогда вы поймете, что произошло. Следовательно, отказавшись от сигарет и кальяна, вы сделаете один из важнейших шагов к лечению половой дисфункции. Итак, до сих пор я рассмотрел проблему эрекции с нескольких сторон. Но как насчет ожирения и лишнего веса? Это вопрос многих. Связано ли ожирение с эректильной дисфункцией? Конечно, связано. Метаболический синдром, вызывающий ожирение, это то же самое, что приводит и к эректильной дисфункции. Этот синдром сопровождается инсулинорезистентностью, повреждением сосудов и усилением воспаления. И все эти факторы в конечном итоге разрушают вашу половую функцию. А теперь представьте, что к этому добавляются психологические проблемы, такие как тревожность, депрессия и стресс. Это просто катастрофа. Ваше психическое состояние напрямую влияет на вашу сексуальную функцию. Каждая ваша негативная реакция на жизненные стрессы делает вас на шаг ближе к эректильной дисфункции. И это касается не только тех, у кого финансовые проблемы. Часто люди, несмотря на хорошие материальные и социальные условия, страдают от тревоги и депрессии сильнее, чем те, у кого нет денег. Это лишь показывает, что не сама проблема, а тип нашей реакции на события определяет, будем ли мы страдать от тревоги и депрессии или нет. И когда это происходит, когда вы становитесь тревожным и напряженным, когда у вас депрессия, именно тогда вы с проблемой эректильной дисфункции идете к врачу. Там вам выписывают антидепрессанты и противотревожные препараты. Вы идете, принимаете их, а потом видите, что, о боже, ваша эректильная дисфункция только усугубилась. Знаете почему? Потому что если бы вы раньше смотрели доктора Шабейра, вы бы знали, что многие из этих лекарств сами по себе вызывают обострение половой дисфункции. Вы бы знали, что лучше использовать немедикаментозные методы, такие как изменение образа жизни, массаж, поведенческая терапия, достаточный сон, большее потребление омега-3, витамина D и многое другое, чтобы справиться со стрессом и депрессией, и тогда симптомы вашей половой дисфункции также уменьшатся. Поэтому, когда я говорю «подпишитесь», подпишитесь в 1000 раз. С другой стороны, некоторые принимают лекарства из-за уровня жиров в крови, кровяного давления. Даже если эти лекарства выписаны по рецепту, они все равно могут вызывать половую дисфункцию. Лекарства для сердца и от давления, особенно бета-блокаторы, даже гидрохлоротиазид, взаимодействуют с гормонами и могут вызывать серьезные сексуальные проблемы. Поэтому для настоящего лечения этих заболеваний и контроля половой дисфункции первый и самый важный шаг – это изменение образа жизни. Я не говорю, что нужно самовольно прекращать прием лекарств, нет. Это требует консультации с врачом, который прописал вам это лекарство. Я говорю, что нужно изменить свой рацион и образ жизни, чтобы встать на путь настоящего здоровья. И когда ваш врач увидит результаты ваших новых анализов, он будет в шоке. Вот тогда он сам предпримет необходимые шаги, чтобы снизить дозу или отменить ваше лекарство. Каково же мое окончательное предложение? Низкоуглеводный образ жизни, или кетогенный, или интервальное голодание вместе с кето, или карнивор.
Какой бы из этих вариантов вы ни начали, это приведет к снижению уровня сахара в крови, снижению инсулина, возвращению триглицеридов к норме, уменьшению воспалений, укреплению сосудов и в конечном итоге к улучшению вашей сексуальной функции. Наряду с этим отказ от сигарет и табака, регулярные упражнения, достаточный сон и утренний солнечный свет – все это может дать вашему телу дополнительный толчок, чтобы колеса вашего обновления закрутились быстрее. Кроме того, необходимо проверить уровень гормонов, особенно тестостерона, и скорректировать его, если он низкий. И насчет этого не беспокойтесь, потому что вы можете повысить свой тестостерон научными методами. Так что прямо сейчас посмотрите это видео. В этом видео тоже есть невероятно полезная информация. Не забудьте поставить лайк, подписаться и нажать на колокольчик. Я вас люблю. Увидимся в одном из этих двух видео.